Сегодня я вам расскажу про наши вопросы в консульстве в городе Минска. В двух словах сейчас расскажу, я буду подсматривать немного, потому что давно было уже собеседование, мы проходили его в августе вообще, сейчас уже идет октябрь 26. И в целом сейчас расскажу вам, какие были вопросы задавали мне в консульстве. Могу рассказать немножко про кейс, про свой, то есть что мы указывали при подаче документов. В целом, в двух словах, мы, семья, я, моя жена и маленький ребенок подали документы, форму I-20, запросили в языковой школе. С этой формой мы подали документы в консульство. И нам назначили дату собеседования. Да, консульство было закрыто, но есть возможность, в принципе, записаться туда. Есть возможность. Кого интересует, пишите мне в Инстаграм в личку, я расскажу, как это можно сделать. Если нужна полная помощь в этих вопросах, вы тоже можете мне писать. В целом, мы пришли в консульство в Минске, в городе Минске. Нас запустили внутрь, проверили все этапы. И какие были вопросы консула? Кейс составлен таким образом, то, что у меня есть бизнес в Беларуси, и на основе этого я для этого, собственно, и приехал сюда в Штаты, для того, чтобы подтянуть свой бизнес английский, для расширения бизнеса в Европу. То есть, для общения с международными партнерами, может быть, в Европу, может быть, еще дальше, куда-то в другие страны, в том числе и США. Вопрос консула: зачем вам нужен английский? Я ему ответил, что мне английский нужен для развития моего бизнеса на территории в других странах. Его это устроило. Следующий вопрос был: чем вы занимаетесь в Беларуси? Я ему рассказал, что у меня здесь есть бизнес, сеть кофеин, и я планирую развивать этот бизнес в другие страны. Поэтому мне нужен бизнес английский. Такого плана. Он задал уточняющий вопрос: сколько у вас кофеин? Я ему ответил, сколько у нас кофеин. Дальше вопрос был, как называется компания. Я ему сказал название кофейни. Для него это ничего не сыграло, но просто, видимо, ему нужно было услышать от меня просто название. Далее он спросил, кто будет работать в мое отсутствие. Я ему рассказал о том, что я работаю удаленно, работаю онлайн. Также у меня есть партнеры, у меня есть SEO, управляющий, который будет заниматься, сейчас занимается в мое отсутствие. Также он уточнил у меня, сколько в компании работает всего сотрудников. Я ему рассказал. Уже на самом деле собеседование подходило к концу. Он мне сказал, что у вас, в принципе, неплохой английский. Зачем вам нужно его учить? Я ему ответил, это был неожиданный для меня вопрос, я ему ответил, да, что у меня есть, что я знаю английский, но этого английского недостаточно для того, чтобы выстраивать коммуникацию с носителями языка. Этот ответ его устроил. После чего он сказал заветные: все ваши визы были приняты, и там что-то начал писать. Мы были в шоковом состоянии, в состоянии аффекта, я там уже больше ничего не помню. В общем, желаю всем испытать эти чувства. Могу немножко рассказать про других людей, которые тоже были в консульстве в это время. Там была еще одна семья, муж с женой и 2 детей у них были. Они по бизнес-визе ехали туда, у них тоже была одобрена виза. Были студенты, девочки разного возраста, кто-то после универа, кто-то чуть постарше. Они тоже подавались на визу F1 в колледжи, еще куда-то. Тоже их визы были одобрены. У них он спрашивал в основном где вы учитесь, какая ваша специальность, куда вы поступили, почему выбрали именно этот курс. И они довольно бегло все говорили, тоже были подготовленные девочки, молодцы, и все визы, которые были передо мной, были одобрены. Да, также была одна учительница английского языка, которой больше 40 лет. Она ехала поднимать свой уровень английского. Она преподаватель, работает здесь в Минске, и она ехала улучшать свой уровень английского. Ей тоже была виза одобрена, казалось бы. Была тоже одна семья. Была семья айтишников. Парень и девушка. Парень ехал по
визе рабочей, вот там с Apple что-то связано. Подытожив это, что бы я хотел рассказать, то, что для того, чтобы идти в посольство, вам нужно реально хорошо подготовиться, вам нужно проработать историю, вам нужно построить историю таким образом, чтобы у консула не возникало вопросов, зачем вы едете. У него не было никаких сомнений, что вы едете конкретно за вот этой целью, потому что для американцев очень важно, чтобы ваша цель поездки и виза, которую вам ставят, были равнозначны, одинаковые. Вам нужно нести до консула важность вообще вот этого, важность вашей поездки, важность вашего курса. Также вам нужно показать ему связь с родиной, о том, что вы вернетесь после окончания своего курса, вы вернетесь в страну выезда, потому что виза F1 это не иммиграционная виза, это как бы временная. Вот. Визы выдают в Беларуси на год. В целом это все то, что хотел вам рассказать. Если вам интересна эта тема, вы можете подписаться на мой канал. Можете задать мне вопросы в Инстаграм, на Ютубе здесь можете писать комментарии, я буду стараться отвечать, но для более оперативного лучше пишите мне в Инстаграм, он где-то здесь. Желаю всем, чтобы консул сказал, ваша виза одобрена. Хорошего дня.